Как ИИ ворвался в 3D-индустрию? Каковы реальные возможности ИИ в 3D? Заменит ли ИИ 3D-художников? Есть ли вообще смысл сейчас учить 3D? Какие существуют ИИ и какие функции они выполняют? Каков масштаб 3D-индустрии, куда ИИ уже проник? Как правильно использовать ИИ, чтобы оставаться в числе лучших? Какое будущее 3D-графики нас ждет в мире ИИ? А меня зовут Вадим Галкин. И вы на канале CG Галкин. Поехали! ИИ ворвался в нашу жизнь как ураган. Когда несколько лет назад 95% людей вообще не знали, что такое искусственный интеллект, и даже о нем не слышали, то сейчас уже большая часть людей так или иначе использует искусственный интеллект в виде чата GPT, SOAR, Midjourney и так далее. А под каждым вторым видео в интернете пишут, что это видео сделано при помощи ИИ, даже если ИИ там и близко не было. Многие даже уже не видят разницы между человеческим трудом и контентом, сделанным при помощи ИИ. Также ИИ пришел в мир 3D-графики. Кто-то этому радуется, кто-то боится, а кто-то уже пишет панические посты в соцсетях. Все, 3D-артисты больше не нужны. Скоро все будет делать ИИ. И вот ты сидишь в Blender или Zebra и лепишь персонажа уже третий день. А потом открываешь соцсети и видишь, как кто-то за 10 секунд сгенерировал фотореалистичного ковбоя в стиле киберпанк. Или пропс, который выглядит как готовый, который был сделан за 5 минут. И собрал кучу лайков и комментариев. А зачем тогда все это надо? Есть ли смысл что-либо учить и что-либо делать? Но ты когда-нибудь углублялся в тему чуть больше, чем просто прочитать пост в соцсетях? А ведь эта тема очень большая. И поверь, все не так однозначно, как ты можешь подумать. Сегодня я хочу поговорить про ИИ в 3D-графике. Не как ультрафанат технологий, не как мега-хейтер, а как 3D-артист, который работает с этим каждый день и видит, как все устроено. Первое, что стоит обсудить, это страх. Иногда даже панический. И он абсолютно понятен. Первое, что чувствует человек, как и любое животное перед лицом неизвестного, это страх. А мы животные, напомню. Если мы вернемся в прошлое, мы увидим, что каждая технологическая революция пугала людей. Когда появились фотоаппараты, художники думали, что они вымрут. Когда появилась 3D-графика, скульпторы подумали, что они больше не нужны. Когда появился Photoshop, многие тоже очень боялись остаться без работы. Когда появились движки реального времени, многие рендер-артисты тоже думали, что все, конец индустрии. А когда появился MetaHuman, многие тоже подумали, все, персонажникам конец. Теперь чё? Но реальность всегда оказывалась другой. И в отличие от фотоаппарата, который мог полностью заменить нужду в живописи, хотя даже так она не вымерла, ИИ не является заменой 3D. А ведь фотоаппарат имел полный функционал живописи, и даже больший. Не берем в расчет творческие моменты. И что, люди умерли от голода? Думаете, в этот раз будет иначе? Думаете, в этот раз все будем валяться на помойках без работы? И к этому мы еще вернемся. ИИ — это просто новый инструмент, примите это. И он, как любой инструмент, имеет своего оператора и свою зону применения. И эта зона далеко не повсеместная. Поэтому давайте немного выдохнем и продолжим дальше без паники. Но все же, ты откроешь Midjourney и вводишь Female Cyberpunk Assassin на Neon City. И он выдает такое, что ты за неделю не сделаешь. Это же просто картинка. Если вы делали 3D только ради картинки, то все, вас в целом можно официально заменить. Хотя и тут есть ряд преимуществ перед нейронками. Но мало кто делает 3D ради картинки. 3D это не просто картинка. 3D это огромная экосистема. Моделинг, скульптинг, UV, текстуризация, шейдинг, риггинг, анимация, симуляция, освещение, композиция, оптимизация подвижки, экспорт, пайплайн, продакшн, работа в команде. И так можно продолжать хоть до бесконечности. ИИ пока может лишь имитировать результат определенных частей работы, но никак не процесс. Он не знает, что такое топология. Он не понимает, как устроены кости, их веса, потом вершины, вес всех вершин в модели, нодов текстуризации и так далее. Он не думает, как ассет будет работать в движке. Но опять же, конкретным частям пайплайна мы еще вернемся. Для продакшена не нужны иллюзии, нужны 100% работающие модели. И работающие на 100% правильно. Это как если бы ИИ нарисовал тебе пиццу. Выглядит очень вкусно, но съесть-то ты ее не можешь. Вообще большинство страхов перед ИИ — это из-за непонимания, как он работает. Люди думают, ИИ он умный, он нас заменит. Но ИИ это не человек. Он не понимает, он угадывает. А угадывает он только тогда, когда есть оператор, который указывает ему. Именно ты показываешь ему пальцем, где именно он угадал. ИИ обучается на миллионах картинок, текстов и моделей. Он не создает нового в человеческом понимании. Он просто собирает комбинацию из различных кусков. ИИ не мыслит, он не анализирует контекст как человек. Он не знает, что красиво, а что нет. Он просто вычисляет, что похоже, а что не похоже. Если попросить ИИ сделать персонажа с мечом, он не спросит, сколько должно быть полигонов, какие части литые, какая стилизация, делать ли PBR текстуры, в каких прогах должны быть файлы-исходники, должны ли быть процедурные текстуры, как должны быть выполнены волосы, сплайнами, кривыми или просто частицами, какой должен быть рик, а какие должны быть контроллеры. И таких вопросов даже не десятки, и даже не тысячи, а сотни тысяч или даже миллионы. А ИИ создаст просто набор визуальных совпадений. А теперь попросите исправить его какой-то конкретный момент, который должен быть в пайплайне. К примеру, исправить какую-то отдельную текстурку, а все остальное оставить как есть. Допустим, вы сделаете это с помощью масок. А дальше? Попросите его перепечь нормалку, убрав одну деталь. Но так, чтобы больше вообще ничего не менялось. А может быть, он сразу даст вам геймреди персонажа? ИИ не владеет концептуальным мышлением, а без него ни один 3D-артист не нужен.
Первые замены. Не подумайте, это вовсе не значит, что он бесполезен. При всем этом отрицать очевидно нельзя. ИИ уже заменяет людей в ряде определенных задач. Помимо того, что он пишет промпты для текстур, делает вариации ассетов и пропсов на задний фон, помогает с идеями и даже пишет скрипты и аддоны для блендера. И да, некоторая специализация из джуниоров чисто технических фоновых пропсеров уже начинает чуть-чуть сокращаться. Но вопрос ли это только ИИ? Очень вряд ли. Эту тему я разбирал в ролике про 3D в 2025. Однако, думаю, на 2D-концептеров, наверное, ИИ точно оказало влияние. Однако, обратите внимание, ИИ чаще всего заменяет не творчество, а рутину. За исключением, опять же, 2D-концептеров. ИИ не придумывает идеи, он просто делает черновик быстрее. И вот тут начинается самое интересное. Вместо страха можно выбрать развитие. Реально возможности и пределы ИИ в 3D-графике. Окей, мы уже разобрали, что страх перед ИИ это нормально. И почему 3D гораздо глубже задач базового выполнения. Теперь давайте посмотрим на реальные возможности искусственного интеллекта в 3D. Что ИИ действительно умеет в 3D, а где он пока еще не дотягивает. Начнем с самого очевидного. ИИ уже умеет создавать 3D-модели из картинок или текстов. Ты можешь загрузить фотографию и получить базовую mesh-модель. Качество пока очень далеко от продакшена, но для черновика отлично. Mesh AI. Он берет картинку, генерирует сетку, которую можно открыть в Blender. Да, топология кривовата, но на фон пойдет. Либо в качестве базовой демонстрации концепта формы. Также посмотрим легендарный Хунянг, извините, который уже давно наводит шороху в сообществе. Тут просто качество повыше, но все же еще далеко от продакшена. Это явно не пойдет как игровая модель, а только на фон. Либо база для работы по скульпту, либо болванка для моделинга. А ведь это уже может сократить процесс создания работы. Допустим, процентов на 10. Это мало, да, но представьте, сколько это в полном пайплайне. Пусть это 10 дней, из них 10% это целый день работы. Теперь звучит не так уж и плохо, верно? ИИ также умеет генерировать текстуры из промптов, сомнительно, но окей. Апскейлить детали, то есть текстурки, создавать материалы из описания. Тоже сомнительно, но пойдет. Ты можешь написать Metallic Scratched Armor и получить материал, который реально можно кинуть на модель. Но, естественно, должен понимать, как это правильно делать. ИИ как визуальный помощник. Еще одно крутое направление — это ИИ как помощник в пайплайне. Например, ChatGPT с плагинами уже умеет писать скрипты для Blender или Maya. Ты можешь сказать: напиши мне Python скрипт, который случайно выставляет 100 камней на плоскости. И он реально выдаст чаще всего рабочий код. То есть теперь не нужно быть программистом, чтобы автоматизировать рутину. ИИ может ускорить поиск идей. Ты можешь за 10 минут генерировать 20 разных концептов и выбрать нужные тебе, а потом допилить его вручную. Также есть связка с созданием видео на основе вашего 3D рендера с помощью Conf.ui. Но это примерно то же самое, что генерировать картинки, а потом бесконечно копаться с настройками масок и искать подходящие модели AI. В целом стратегия рабочая, но достаточно геморная и кривая. И, кстати, сейчас очень много реклам начинают делать именно таким образом, а иногда даже еще более топорным. Если вы включите телевизор и посмотрите рекламу на разных каналах, вы это увидите. Куча странных нагенеренных реклам. Если честно, по сравнению с графикой это выглядит очень стрёмно. Однако по деньгам и срокам меньше, а чаще всего компания выбирает именно по этим двум пунктам, и качество не для всех имеет значение. Так что в рекламном 3D проблемы сейчас уже все-таки есть. Однако снова момент, а кто будет применять все это? Кто будет все это править? Человек. Все равно нужны люди. Пределы ИИ. Но вот где самое важное — ограничение ИИ. Надо кучу подписок, которые получить не так уж и просто, а также их надо еще и оплатить. Многие об этом забывают. ИИ может сгенерировать меч, но он не сможет сгенерировать меч, который будет двигаться по физике, правильно анимироваться и правильно распределять веса. И вряд ли он справится с нужной толщиной клинка. ИИ не умеет мыслить логически. Он не понимает контекст задачи, он не понимает, почему что-то должно выглядеть именно так. ИИ не понимает массу, физику и механику движения. Он не знает, что такое топология, аномалия, как деформируется ткань или меш, и что этот же самый меш не должен иметь никаких дыр. И просто угадывает. А угадывание не равно пониманию. И вот поэтому, даже если завтра появится нейросеть, которая генерирует полностью готовые модели, что крайне маловероятно, она не сможет строиться в производственный пайплайн, где важна совместимость, вес ассета, UI развертки, текстуры, скелеты и так далее. Дальше в ролике будут и некоторые другие ограничения ИИ, о которых мало кто думал. А сейчас про ИИ в производстве. Тем не менее, ИИ прямо сейчас используют крутые студии, такие как Pixar, Epic Games, Unity, Ubisoft, Netflix. У всех есть AI-лаборатории. Но в этом и ключевое. Они используют ИИ для поддержки, а не для замены людей, несмотря на большие сокращения прямо сейчас. ИИ анализирует сцену, оптимизирует полигоны, прогнозирует цвет, ускоряет симуляции. ИИ помогает внутри пайплайна, но не убирает специалистов. Он убирает лишнюю рутину. Правда, далеко не так хорошо, как иногда хочется. Гребаная ретопология. ИИ — это инструмент масштабирования, он не занимает человека, а усиляет его. Теперь главный вопрос, который очень многие задают, а многие уже и перестали задавать, потому что полностью уверены в ответе. Сможет ли ИИ или когда ИИ заменит 3D-художников полностью? Прежде чем более глубоко ответить на этот вопрос, давайте прямо сейчас возьмем пайплайн и отметим, где ИИ сейчас могут заменить человека полностью. Моделинг — нет, только базовые болванки. Скульптинг — то же самое. UV-развертки — вообще нет. Ретопология —
100% нет. Текстуринг? Нет. Шейдинг? Нет. Риггинг? Нет. Анимации? Нет. Симуляция? Может быть чуть-чуть, но нет. Освещение? Тоже немножко помогает, но нет. Композиция? Вот тут 50 на 50. Может быть он и поможет правильно расставить предметы, но все равно надо править под контекст. Оптимизация под движок? 100% нет. И это статистическая машина. Чтобы заменить человека, он должен понимать, как правильно осознанно ставить цели, анализировать сценарий, понимать ценность решений, понимать пайплайн. А это уже не вопрос технологий, это вопрос сознания. И не чувствует радость, вдохновение, понимание. А без этого и не будет настоящего искусства. Да, это звучит как инфантильная чушь, но в этом и самый сок. Все подробности мы уже разобрали, но если объединить все в одно, и действительно не хватает сознания и этих пресловутых чувств, чтобы создавать то, что делаем мы, и заменить нас. А если же мы рассматриваем тот самый сверхразумный ИИ, то есть тот самый Skynet, который сам все понимает, сам все анализирует, знает, что хорошо, что плохо, который сможет обучать сам себя, и он действительно будет способен заменить 3D-художников в силу своего сверхразвития. Скажите мне, есть ли хоть одна профессия, которую такой сверхразумный интеллект не сможет заменить? И что же теперь все бросить и уехать жить за город, собирая и выращивая огород? А представьте, что такое ИИ не появится вообще никогда. А вы уже все бросили в страхе перед ИИ и поехали копать картошку. А этого сверхразумного ИИ так и не появилось. Было бы очень обидно. Ведь сейчас ИИ практически уперся в потолок своего развития. Ведь чтобы ИИ становился умнее, ему нужны новые данные, а данные уже почти закончились. И это выводит нас на следующую проблему. Зависимость ИИ от данных. ИИ может развиваться только тогда, когда получает новые данные. А эти данные создаем мы. Без 3D-художников, без новых ассетов, без артов, без фильмов, картинок и текстов ИИ просто перестанет расти. Он обучается на человеческом опыте, а человеческого опыта в сети все меньше и меньше. Потому что ИИ генерирует тонны мятого говна. Если все 3D-художники исчезнут, исчезнет и источник. Кстати, вы знаете, сколько вычислительных мощностей надо ИИ прямо сейчас, чтобы выйти на новый уровень? Вы уверены, что такие мощности вообще создадут? И отдадут на создание ИИ? Тоже не факт. Допустим, создадут. И что тогда? ИИ начнет обучаться на собственном контенте, и тогда уже не будет ориентира, что хорошо, что плохо. И тогда технология схлопнется и вообще будет забыта. Но это уже тоже крайний сценарий. ИИ это паразит на данных. Он питается результатом человеческого труда. Поэтому бояться, что он все захватит, бессмысленно. Он не сможет развиваться без нас. ИИ может помочь, ускорить или вдохновить. Это мощный инструмент, но не магия. ИИ это как суперассистент, который предлагает идеи. Но только ты решаешь, какие из них реально стоят хоть чего-то. Однако тебя может заменить человек, который использует ИИ. И да, скорее всего, ты слышал это уже не раз. И все, побежали срочно учить ИИ. Нет, подожди. Но прежде чем использовать ИИ в 3D-шных целях, тебе надо обучить самому 3D. Логично? Иначе это то же самое, что найти какой-то супер молоток и пойти работать строителем. В надежде на то, что этот молоток решит все твои проблемы. Но как ты будешь им пользоваться и работать в строительстве, не зная базовые основы? Поэтому нет 3D-шник не сможет использовать ИИ в 3D-шных целях. Но как правильно использовать ИИ? ИИ уже здесь, он когда-то потом, не через 10 лет. Он уже часть рабочего процесса. Единственный вопрос, который реально стоит себе задать, это как использовать ИИ себе во благо. Кто выживет в эту эпоху ИИ? На самом деле все просто. Выживут те, кто умеет учиться, адаптироваться и мыслить концептуально. Как использовать ИИ в 3D-сфере? Во-первых, если ты хочешь понять, как правильно интегрировать инструменты в рабочий пайплайн и вообще интересуешься 3D, то можешь перейти в мой ТГ-канал. Там много фишек и полезной инфы про 3D и ИИ. Можешь перейти, чтобы быть в курсе новостей. QR-код на экране, ссылка в описании. Также не забывай про ВК, иначе мы можем просто не увидеться. Ссылка тоже в описании, потому что сейчас с интернетом ситуация все сложнее и сложнее, и мы уже просто не знаем, что ждет нас дальше. Так как использовать ИИ, чтобы не проиграть, а выиграть? Вот несколько направлений, где ИИ реально усиливает художника. Первое — это быстрый концепт. Ты можешь использовать Midjourney и другие подобные модели для быстрой генерации концептов. Не как финал, как старт, но естественно это не панацея. Свои рефы тоже нужны, и свои концепты. Одной нейросетью сыт не будешь. И экономить часы, ты просто выбираешь идею, а потом уже дорабатываешь этот концепт. Мудборды, референсы. И помогает формировать визуальную библиотеку. Можешь собрать подборку в твоем стиле, сохранить палитру, подобрать материалы, а дальше ты уже собираешь все это. Помощь в пайплайне. Нейросети такие, как ChatGPT. Можно использовать как ассистента для скриптов, аддонов, оптимизации сцен. Ты можешь попросить: сделай мне Python скрипт, который расставляет объекты и так далее. И получить, скорее всего, рабочий код. Генерация текстур. Тут ты можешь создать базу текстур, а потом доработать ее вручную. Симуляция и тесты. И можешь предсказать, где ткани и меш будут вести себя неправильно. Некоторые плагины уже анализируют твой меш и предупреждают об ошибках. Ну и то, что я уже говорил. Насчет генерации пропсов на фон. Куньян, Зуньян и так далее. А что нельзя делегировать ИИ? ИИ не должен решать за тебя, что красиво, поверь, это плохо кончится. Он не должен определять композицию, настроение сцены. Он не должен подменять твой вкус. ИИ отличный механик, но вкус это не алгоритм. ИИ может предложить цветовую схему, но не знать, какое настроение у персонажа. Поэтому тут должен решать уже ты. И он не знает, когда достаточно, и именно ты должен остановить его генерацию и сказать: вот оно. Надо мыслить чуть шире, чем просто 3D. Хороший 3D художник будущего — это не тот, кто просто в тупую модель. Это тот, кто соединяет технологии, идеи и эмоции. Многие забывают, насколько широка индустрия 3D
3D. Игры, кино, реклама, AR, VR, архитектура, медицина, образование, VFX и так далее и тому подобное. Все это 3D. И может автоматизировать кусочки, но не хватить весь контекст. 3D-художник — это связующее звено между искусством и технологиями. А значит, он незаменим, пока существует человечество. Так как оставаться среди лучших? Подытожим. Учиться быстрее или так же, как и обновляются инструменты. И речь не обязательно об искусственном интеллекте. Ты должен понимать принципы своей работы и адаптироваться. Но прежде всего надо анализировать. Если что-то обновилось, это не значит, что надо бежать и срочно качать это. Второе — это думать концептуально. Делать не просто красиво, а понимать почему. Почему персонаж именно такой, почему эта деталь одна, а это другая. Понимать, зачем материал такой. И понимать самое главное, в чем идея. И надо использовать как ускоритель, а не как замену. Не пытайся конкурировать с ИИ в его областях скоростью. Используя и конкурируй в смысле. И следующий главный вопрос, выходящий из предыдущего главного вопроса. Так сможет ли быть создан сверх ИИ, о котором я говорил, и заменит ли он всех нас? И хрен с ним, с человечеством, 3D-то он захватит или нет? Я не знаю. И никто не знает, даже если говорит иначе. В том-то и дело. Поэтому смысл бояться, если никто не знает, что его ждет. Если он всех уничтожит, то 3D явно не самая страшная проблема. А если он невозможен априори, то смысл его бояться. То есть разницы для нас особой нет. Поэтому не бойся, что ИИ тебя заменит. Бойся, что ты перестанешь развиваться. И это не конец профессии. Это может стать ее эволюцией. А теперь закрой Midjourney, открой Blender или другой 3D софт. И покажи, что человек все еще умеет творить лучше любой машины. Задай трепку жестянкам. I'll be back.